После выхода обновления в CS2 с предметами шанхайского турнира, я думаю, почти всем стало понятно, что разработчики собираются и дальше использовать шаблоны в своих ивентах, преподнося старое под оберткой нового. Но проблема далеко не только в этом. Поэтому в данном ролике мы обсудим секреты мажора, которые хранятся прямо у вас под носом, и то, как разработчики бросают пыль в лицо. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Совсем скоро начнется мажор Шанхая, а значит, самое время сделать свои прогнозы на Cybershock, ведь он намного лучше того, что мы получили в CS2. Даже без премиум подписки можно поучаствовать в розыгрыше на 50 призов или принять участие в Лиге прогнозов, где топ-100 тоже получат различные призы. Ну а с премиум подпиской всего за 275 рублей, что в разы дешевле пропуска в CS2, можно получить прокруты колеса, где падают ножи и перчатки. Все довольно просто. Делаешь 5 верных прогнозов за стадию и получаешь 1 прокрут, а за каждые 4 номинации дается еще 1. И до конца турнира можно получить аж до 8 прокрутов. Согласитесь, это намного выгоднее того, что предлагает Valve. А если еще и используешь мой промокод, можно получить дополнительные 3 дня премиум подписки. Так что бегом по ссылочке в описании. Ну что же, как ни странно, начнем мы, пожалуй, с секретиков. Все, конечно же, помнят страницу прогнозов еще с прошлого мейджора. Она, в принципе, никак и не изменилась. Но я думаю, вы и не догадывались, что прямо у вас под носом на данной странице спрятана админ-кнопка для турнирного оператора. Да-да, она находится снизу в левой части экрана и запускает контрольную комнату, в которой как раз-таки отключают и включают возможность прогнозов. Так что случись какой-нибудь баг или разработчики вновь где-нибудь накосячат, она может появиться у всех. Далее, покопавшись в последних обновлениях, я пришел к выводу, что существует определенная версия клиента CS2, в которой расширена вкладка «Смотреть». А все потому, что, как и говорил в прошлом ролике, разработчики наконец-таки хотят реализовать CS TV, благодаря которому можно будет смотреть матчи напрямую из игры и даже матчи друзей. И по ходу дела данная приблуда будет работать и на турнире в Шанхае. То есть не факт, что эта функция появится в основной версии игры во время турнира. Однако транслироваться матчи будут и через CS TV. Но об этом мы точно сможем узнать через взломанное меню игры, когда начнется сам турнир. Я обязательно об этом расскажу в своем телеграм-канале. Ну а далее, благодаря последнему обновлению с фиксом багов, которое вышло через час после обновления наклеек мажора, мы узнаем, что таблица лидеров по прогнозам каждого мажора сохранена и в любой момент доступна. То есть, опять же, при манипуляции с меню каждую таблицу можно запустить и посмотреть. И я совсем не могу понять, почему не дадут доступ к результатам предыдущих турниров для всех. Понятное дело, обычному игроку она нафиг не нужна, но постарайтесь посмотреть на это с соревновательной точки зрения. Есть огромное количество людей, которые соревнуются даже в таких мелочах, и если открыть доступ всем, это лишняя мотивация быть лучшим в прогнозах, ведь ваш результат будет всегда с вами, и вы ими можете похвастаться. И почему бы данную кнопку не вставить во вкладку с предыдущими мейджорами? Если такая возможность в игре есть, то почему бы и нет? Тем более, это лишние баллы в карму разработчикам, ведь в последнее время они очень любят бросаться пылью. Что же я имею в виду под словом «бросаться пылью»? Я думаю, многие заметили, а те, кто нет, сразу поймут, о чем идет речь. Все, конечно же, прекрасно понимают, что в игре очень мало контента, а скорость его выхода оставляет желать лучшего. Забавно то, что разработчики и сами это понимают, поэтому прибегают к определенным хитростям. Возьмем, к примеру, обновление с гонкой вооружения. Казалось бы, можно просто выпустить данный режим и все. Но поверьте, все начали бы кричать, да господи, многие и кричали о том, что «и это все, что вы сделали за полгода?». Поэтому разработчики заранее придерживают огромную кипу непротестированного обновления и все выливают вместе с гонкой вооружения. И теперь это выглядит так, что они вовсе не ленивые черти, а столько всего для нас сделали.
Хотя, многое из всего этого должно было постепенно выходить в течение месяца, а не создавать ощущение, что игра вовсе не обновляется. И это и есть бросание пылью. То же самое случилось и с мажорным обновлением. Исходя из кода, можно понять, что ничего там нового, кроме тега текущего турнира, не поменялось. Что дает нам понять, что доить этот шаблон они собираются очень долго. И если надежду на медаль мы давно отбросили, то в последнее время и наклеечки стали банальной копипастой. Я вам больше скажу, трофеи победителей будут точно такие же, как и в прошлый мажор. Поэтому в обновлении с наклеечками они попихали новые функции и прочие изменения, которые опять вызвали баги. Вот такие вот дела. Ну а вам всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!